Внимание! Просьба всех занять свои позиции и обеспечить полную тишину в студии. Посторонним немедленно покинуть съемочную площадку. Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире главные новости к этому часу. И сегодня в выпуске. Как незаметно для себя набрать 100 тысяч подписчиков и что с этим, черт подери, теперь делать? Сегодня вы услышите ответы на наиболее актуальные и даже немного странные, порой неожиданные ответы на ваши вопросы, которые вы задавали буквально недавно, а также комментарии и материалы, позволяющие взглянуть на происходящее вне кадра. Оставайтесь с нами, но мы отправляемся в удивительный анимационный уголок Joseph Animation! Что ж, друзья, вот и наконец-то выходит долгожданный ролик «Вопрос-ответ» на 100 тысяч подписчиков. Сразу скажу, для меня это новый формат видео, так что не судите строго, надеюсь, вам действительно все понравится, вы поставите лайк, поддержите канал подпиской. Ну а я начинаю. На самом деле это довольно интересный и увлекательный процесс, то есть сама по себе идея ко мне может прийти максимально неожиданно. Но думаю, то, что вдохновение является главным источником всех моих анимаций, которые сейчас присутствуют на канале. А вдохновляюсь я совершенно разными вещами, будь это какой-нибудь мультфильм, сериал, книга, погода, да и даже самая музыка. Например, трейлер «Три богатыря» джессовическая анимация, если вы помните, была вдохновлена музыкой «Опасности» из «Смешариков». Это максимально выглядит странно, но да, бывает и такое. Один раз я послушал этот легендарный трек, и вот пришла такая интересная задумка. Ладно, говно, я не хочу участвовать, я брезгую. Чтобы действительно создать хорошую идею для ролика, требуется немало времени на ее проработку. Скажу так, что в первую очередь вам нужна основная задумка анимации. То есть как некий замысел или же план, который лежит на основе создания всей анимации. Она может быть какой угодно, как от фанатской работы по какой-то игре, так и своя личная история, которую придумываешь сам и хочешь реализовать тоже сам. Далее начинаешь эту задумку как-то дорабатывать, менять, корректировать, и уже на финале, когда тебе действительно все понравилось, ты получаешь готовую идею для самой анимации. Помимо фандома Keplerians, я также большой фанат Бенди. Вот как ни крути, но я прям обожаю атмосферу этой игры, ее сюжет и в целом сообщество. По правде сказать, вот это реально одна из тех игр, которая действительно вдохновляет меня создавать анимации. Вот я даже смотрю различные видео по этой игре, слушаю музыку оттуда, какие-то еще узнаю факты об этой игре, и прям мотивирует меня создавать анимации. Если говорить прям про мои любимые фандомы, то я бы сказал, это Бенди однозначно. Evil Nun, прям вот обожаю атмосферу этой игры. Вот только было бы побольше идей для анимации, было бы вообще шикарно. Цены в этой игре не было. Ну и сюда думаю приписать фандом Привет Соседа и Sally Face. Все анимации по-своему хороши, просто где-то потрачено силы и времени больше, а где-то чуть-чуть меньше. Ну а где-то просто была создана для того, чтобы посмотреть, посмеяться, да и улыбнуться. Но если прям выделять из всех видео, то, думаю, мне нравится анимация про то, как монахиня отдает маленького рода Джозефу Салливану. Это вот тот самый фанмейд по Ice Cream 8. И финал сериала «Приключения Джозефа анимации», 10-я серия. You thieving nuns! What have you done? I'll kill you all! Не спорю, в каких-то моментах можно было сделать получше, покачественнее, но эти анимации нравятся мне как по реализации, так и по визуалу. В них действительно есть что-то особенное. Тортик какой-нибудь шоколадный, с прослойкой из вишни и горячим шоколадом. Ох, какая вкусная пища. Эстетика природы. Точное название, честно, не скажу, поскольку не знаю. Но она как некая гармония и вдохновение в искусстве. Прям очень люблеподобная. Также эстетика Old Money. В ней есть действительно что-то там такое роскошное, приятное на вид. И в целом будто чувствуется такая легкость и свобода. Основное это, конечно, анимирование.
Но помимо этого, я также люблю почитать какие-нибудь книжки, особенно в области психологии, там, ну, либо же по каким-нибудь различным фандомам игр. В целом про эмоциональный интеллект человека, прогуливаться по парку или городу. Да и в целом я такой человек жизненной активной позиции, ведь время не стоит на месте. Так что анимирование как некое хобби, и оно дает возможность проявить себя, оставив след в истории, как-никак. Ну что могу еще сказать? Люблю поиграться на компе, в какие-нибудь игрушки. Весело, задорно так. Даже не знаю. Ну, думаю, спрятался бы куда-нибудь или что-то в этом роде. Но вообще, взял бы, поймал бы и использовал бы где-нибудь в анимациях. А то что ходит, а так хоть в анимации будет полезен. История моего сотрудничества с Keplarians началась в 2023 году, когда мне написал их комьюнити-менеджер Эду с предложением о совместной работе. Я тогда подумал, что это станет отличной возможностью внести свой вклад в их будущие проекты. А когда шла подготовка к релизу Ice Cream 8, меня пригласили на бета-тестирование. И таким образом я оказался в типе. Как я и говорил ранее, я ко всем своим работам отношусь с максимальным уважением, то есть каждый из них — это крутой отпечаток того времени, когда они были сделаны и выпущены. У меня нет такого понятия, то, что вот, эта анимация хорошая, это плохая, там, это вообще ужасно, не показывайте ему никому. Нет. Все анимации мои по-своему хороши, ведь они сделаны именно на ту базу знаний и ресурсов, которая была у меня на тот момент. То есть, если я анимировал когда-то давно на телефоне в призме, это была одна база, сейчас я анимирую в Unity с новыми функциями, это другая. Понятное дело, сейчас я умею и знаю больше, но переделывать старое не вижу смысла. Ведь как-никак это мой прогресс, моя история, и в каждом ролике есть частичка опыта. Ох, как еще много вопросов. Не знаю, давайте рекламную паузу сделайте. Давайте, рекламная пауза. Зарядка, зарядка, веселая зарядка для тела и порядка мы делаем всегда. Зарядка, зарядка, веселая зарядка мы делаем всегда. Зарядка, Господи! веселая Ну вот зарядка, зачем я на это согласился? Какой же позор! Заткнись и танцуй давай, осталось немного. мы делаем всегда. Зарядка, зарядка, веселая зарядка для тела и порядка мы делаем всегда. Анимировать в Unity — это значит открывать для себя что-то новое постоянно, но это реально круто и интересно, правда? Когда начинаешь анимировать персонажа, ты словно вдыхаешь в него жизнь. И некогда пустая 3D-модель превращается в реального живого героя, который бегает, стоит и даже ведет диалог. То есть это теперь не какая-то пустышка, а реально живой персонаж. Здесь нужно лишь понимать логические цепочки, превращая набор движений в плавный танец, из бега в прыжок, из покоя в атаку. Так скажем, это смесь технической магии и некой актерской игры, где ты сначала полчаса воюешь с тем, чтобы ноги не провалились сквозь текстуры, проект у тебя и там, не знаю, не вылетал раз 1000, а персонажи не летали по всей карте. Или, не знаю, там звук, чтобы было адекватно не бракованный. Но зато в финале испытываешь чистый восторг, понимая, что ты создал что-то свое, и оно живое. То есть, понимаете, оно не какое-то пустое, а действительно живое, если это можно так выразиться. Я очень сильно ждал этого вопроса. Конкретно роликов уж не так много, но зато есть куча фотографий самого процесса анимирования. В общем, сами смотрите. Уверен, вам они очень понравятся. И пишите в комментариях, если узнали, из какого ролика та или иная фотка.
Мне осталось учиться не так уж и много, но после окончания колледжа я планирую устроиться куда-нибудь на работу и получить, само собой, высшее образование. Но вы не переживайте, я буду стараться продолжать анимировать и выпускать для вас разного рода анимации. Однозначно, да. При этом моя цель делать фанмейды, которые выделяются своей уникальностью, чтобы в них было что-то, чего раньше никто не реализовывал. Насколько вы сейчас заметили, в последнее время стали выходить фанмейды по Ice Cream, и они действительно уникальные, такого еще пока ни у кого не было. В планах у меня как минимум еще 3 фанмейда по играм Keplerians и еще пару фанмейдов по играм Euphoria Games. Надеюсь, что когда-нибудь я все-таки их реализую. Сериал «Погружение во тьму» открывает очень непростую историю старых добрых друзей Майкла и Эммы. Их встреча в уютной придорожной кафешке пробуждает старые воспоминания, и разговор незаметно сворачивает к пиццерии, которую вот-вот собираются снести. Майкл загорается идеей поехать туда и вновь ощутить дух детства, пройтись по старым коридорам. Поначалу Эмма отказывается, но после настойчивых уговоров все-таки соглашается. Однако то, что ждет их в пиццерии, превосходит все их ожидания. Вместо ностальгической прогулки они оказываются в совершенно ином мире, мрачным, пропитанным злом и жестокостью. Их встречает загадочный персонаж. Внешне он схож на Жузеппе, но одет в старый желтый костюм аниматроника. Но не стоит доверять этой картине. Все это лишь обманчивая иллюзия, скрывающая куда более темные тайны. На данный момент выпущено 6 официальных эпизодов, раскрывающие путь Майкла и Эммы сквозь пугающие испытания. В ближайшее время я планирую поставить точку в этой главе истории, завершить этот сериал 7-й серией. Но пусть финал одной истории не вводит вас в заблуждение. Он станет прологом к чему-то новому. Совершенно новому. В финальном эпизоде вы узнаете, кто та таинственная девушка, что спасла Эмму, и какова ее истинная роль в этой истории. А заодно поймете, какой путь предстоит пройти Эмме дальше, и какие испытания ждут наших героев впереди. И кто же все-таки тот самый загадочный человек, который придет и сможет остановить все это. Но цена его жизни. Он должен остаться здесь навсегда. На этом все, дорогие друзья. Благодарю всех, кто задавал вопросы в рамках данного эфира. Друзья, не забывайте поддерживать канал лайком и подпиской, а также обязательно заглядывайте в мой телеграм-канал. Там выходит вся основная информация о грядущих анимациях. Ну и как я люблю говорить, всем удачи и до скорой встречи! В каждом злодее, которого ты ненавидишь, есть частичка тебя, которую ты не хочешь, как-либо видеть. Ты ненавидишь в других только то, что есть в тебе самом. Иначе ты бы просто не обратил внимания.